Трансерфинг реальности Вадима Зеланда – это удивительная и невероятно мощная система управления жизнью. Действительно, согласно этому учению, мы способны настраивать собственные мысли так, чтобы получать будущее, которое рисуем в своей голове, и жизнь, о которой мечтаем. Трансерфинг – это способ формирования индивидуальной реальности по своему желанию и вкусу. В этом видео мы рассмотрим 10 ключевых правил трансерфинга реальности, которые помогут вам стать ближе к жизни своей мечты. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Благодарю вас за подписку на канал. Новые видео выходят ежедневно. Я всегда стараюсь подбирать самые актуальные и интересные темы для вас, которые помогут стать богатым, успешным и счастливым человеком. Мой канал для тех, кто стремится изменить свою жизнь в лучшую сторону. Правило трансерфинга реальности номер 1. Разбудите осознанность. Проснитесь здесь и сейчас. Осознайте и помните, все люди сновидящие, и все, что происходит вокруг, не более чем сон. Только этот сон больше не властен над вами. Вы проснулись в сновидении, а значит, обрели способность оказывать влияние на ход событий. Ваше преимущество в осознанности. Цитата Вадима Зеланда из книги «Практический курс трансерфинга за 78 дней». Запомните, ваша сила именно в осознанности. Для того, чтобы менять мир, необходимо осознавать себя и свою способность менять этот мир. Важное правило трансерфинга – не вовлекаться в иллюзию реальности, нервничая и переживая из-за падений и взлетов в суровой действительности. Помните, этот мир довольно иллюзорен, и в ваших силах менять его в соответствии с вашими желаниями. Осознанность – необходимое условие для того, чтобы трансформировать реальность. Только так внешнее намерение будет работать на вас. Осознанность помогает нам услышать свой внутренний голос, свою интуицию. Многие путают осознанность и тотальный контроль. Но важно понимать разницу. Осознанность – это умение стать наблюдателем, смотрителем в терминологии Зеланда и взглянуть на ситуацию со стороны. Умение проснуться, освободиться от влияния систем и начать играть по своим правилам – важнейший принцип трансерфинга реальности. Как включать и поддерживать состояние осознанности? Понаблюдайте за окружающими, которые с головой вовлечены в реальность и не осознают себя. Прислушайтесь к шуму города, осмотрите место, где вы находитесь. Напомните себе, что вы проснулись, и осознайте себя. Правило трансерфинга реальности номер 2. Используйте иллюзию отражения. Вам кажется, что вы пребываете под властью обстоятельств, изменить которые не в состоянии. На самом деле это иллюзия, бутафория, которую при желании легко разрушить. Вы неосознанно ходите по замкнутому кругу. Цитата Вадима Зеланда из книги «Практический курс трансерфинга за 78 дней». Вспомните принцип зеркала. Действительность формируется как отражение ваших мыслей. Происходит примерно следующее. Вы наблюдаете за реальностью, вы создаете мысль, вы видите подтверждение мысли в реальности. Получается замкнутый круг, из которого достаточно сложно выбраться. Секрет заключается в том, чтобы сломать систему под названием «что вижу, то и пою» и начать генерировать абсолютно новые творческие мысли, которые в свою очередь создадут соответствующую им новую реальность. Что это значит? Объясняю. Один из основных принципов трансерфинга реальности – научиться менять ход событий. Необходимо сначала смотреть внутрь себя, видеть свои желания, выбирать свои мысли и намереваться получить желаемое, и лишь потом смотреть на реальность. И что бы ни происходило вокруг, будьте непоколебимы в своем выборе игнорировать неугодную реальность. Зеланд о трансерфинге реальности пишет так. Необходимо лишь переключить внимание с отражения на сам образ. Другими словами, взять под контроль свои мысли. Думать не о том, чего не хочешь и пытаешься избежать, а о том, чего желаешь и стремишься достичь. Цитата Вадима Зеланда из книги «Практический курс трансерфинга за 78 дней». Правило трансерфинга реальности номер 3. Взращивайте любовь к себе. Если вы себя не любите, то и вас не любят.
Более того, вы никогда не будете счастливы. Любой конфликт души и разума негативно отражается на внешности и характере. Соответственно, и слой вашего мира приобретает все более мрачные оттенки. Цитата Вадима Зеланда. О любви к себе говорит не только Вадим Зеланд в трансерфинге реальности. Важность этой темы признают сегодня все, от эзотериков до психологов. Действительно, любовь к себе является ключевым навыком в нашем зеркальном мире. Если любви к себе нет, миру просто нечего вам отразить. Очень часто препятствием на пути любви к себе является непринятие собственной внешности или зацикленность на ее изъянах. Да, у мира есть свои стандарты красоты, под которые мы можем не подходить. Но подобные отклонения от нормы не должны рождать в вас комплексы. Поверьте, это всего лишь навязанные стандарты иллюзорного мира. Когда в следующий раз вы почувствуете себя недостаточно красивыми или привлекательными, задайте себе вопросы. Не слишком ли вы высоко цените чужие взгляды, чужое мнение или чужие достоинства? Не часто ли вы заставляете себя следовать чужим стандартам и идеалам? Кто вам сказал, что вы хуже? Почему вы так решили? Предлагаю вам столкнуть с пьедестала идолов красоты, которым вы привыкли поклоняться и стараетесь подражать. Создайте свои собственные стандарты. Вы – идеал красоты. Именно ваши особенности, ваш стиль одежды и ваш тип лица – совершенство. Пусть весь мир и другие женщины гоняются за вашими параметрами красоты и подражают. Один из важнейших принципов трансерфинга реальности состоит в том, чтобы переключить внимание на достоинства и простить себе недостатки. Разрешено превратить их в достоинство. Правило трансерфинга реальности номер 4. Взламывайте стереотипы. Если вам говорят, что вы родились в бедности, поэтому так и должны прожить свою жизнь, не верьте. Если вам внушают, что ваши возможности ограничены, не верьте. Цитата Вадима Зеланда из книги «Практический курс трансерфинга за 78 дней». Трансерфинг реальности предлагает перевернуть все с ног на голову и начать думать наоборот. Это ключ к трансформации реальности. Установки, убеждения и здравый смысл, внушенные вам еще в детстве, формируют вашу реальность сегодня. Если вы желаете прожить жизнь на полную катушку, получая от нее максимум, первым делом необходимо избавиться от ограничивающих убеждений и установок. Трансерфинг реальности Зеланда поможет вам в этом. Вы станете настоящим творцом, который отрицает предрешенную судьбу, ограничивающие убеждения и деструктивные установки. Только так можно осуществить трансфер реальности от ненавистной вам к желанной. Вы добьетесь всего, о чем мечтаете, если сможете уничтожить рамки в собственной голове и избавиться от предубеждений, навязанных обществом и ставших стержнем вашего здравого смысла. Правило трансерфинга реальности номер 5. Формируйте желаемые образы. Для того, чтобы мыслеформа зафиксировалась в материальной действительности, нужно воспроизводить ее систематически. Возможно, вы не поверите, что все настолько тривиально. Заурядный, рутинный труд и никакого волшебства. Зато это действительно работает. Цитата Вадима Зеланда. Для начала определитесь, о какой реальности вы мечтаете. Мысленно создайте ее образ. Как только нужная картинка готова, можно визуализировать. Но помните, что визуализация желаемой реальности – работа, которая должна выполняться регулярно. Несколько от случая к случаю проделанных визуализаций не сработают. Важно понимать, что материализация желаемого – это самый настоящий труд. Мало загореться какой-то идеей и пару раз о ней подумать. Если вы действительно хотите воплотить мечту и трансформировать реальность, необходимо практиковать визуализацию регулярно и систематически. Почему визуализация не всегда работает, спрашивают многие. Секрет успеха в том, что визуализируя, вы должны целиком и полностью находиться в гармонии с собой и с вашим желанием. Быть желаемым на одной вибрационной волне. Только так из множества вариантов вы сможете вытащить в реальность нужный вам. Излагая концепцию трансерфинга реальности, Зеланд объясняет это так. Если рассудок не вступает в противоречие с велениями сердца, возникает непостижимая сила, внешнее намерение, которое материализует сектор пространства вариантов, соответствующий одному образу мыслей.
Но как узнать, существуют ли такие противоречия между рассудком и велениями сердца? Очень просто – прислушаться к себе. Если вы находитесь в дисгармонии с самим собой, вас одолевают страхи и тревоги, не дают покоя сомнения и негативные мысли, то знайте, желаемое очень далеко от вас. И пока вы не устраните это противоречие, визуализировать бесполезно. Возможно, и визуализация получится не сразу, но будьте настойчивы. Воспитывайте свой разум, контролируйте мысли и учитесь думать правильно, в соответствии с вашими желаниями и мечтами. И реальность обязательно поддастся, ведь она пластична. Попробуйте внедрить в свою жизнь 5 правил, о которых я рассказала сегодня, и начните следовать основным принципам трансерфинга реальности ежедневно. Упорно работайте над собой и своими желаниями и помните, мало узнать о 5 правилах трансерфинга реальности и секретах Вадима Зеланда. Главное – регулярно их практиковать. Уверена, у вас все получится.